Всем привет! Представляю нашу коляску Joyride Trax 4. Коляска производства Англия. Привлекает прогулка своим дизайном, цветом и тканью. Она маневренная, удобная, вместительная, приятная маме, малышу. Есть большой капюшон и еще одна секция под молнией с сеточкой. В дополнение есть дождевик из странного пластика, который сложно сложить, разложить, но от дождя он прекрасно спасает ребенка и сумку, которая висит на ручке. Механизм складывания книжка. Одной рукой, кстати, очень быстро. Сложено в виде колеса не пачкают все вокруг и смотрит в одну сторону. Это скорее плюс. Коляска проходимая и в зиму. Колеса полиуретановые. Есть комплектация в интернет-магазине, вы можете заказать. Колеса надувные за дополнительную стоимость. Есть минус. В зимней каше снега приходится блокировать передние колеса. Немного поднапрячься, чтобы проехать. Хотелось бы отметить, что тормоз не мешает при ходьбе, так как удобно расположен справа на заднем колесе. Нет этой неприятной перекладины во всю длину, снизу, как у других моделей прогулок. И высокий человек не цепляет ее ногами. Корзина большая, вместительная, за 2 года использования не порвалась, не потрепалась, но доступ к ней невозможен, когда ребенок спит и когда спинка разложена полностью. Очень нравится, что спинка сделана жестко, регулируется наклон нажатием на клавишу и раскладывается почти горизонтально. Есть панель для мелочей, кармашек на липучке, 2 подстаканника из пластика. Туда прекрасно можно положить игрушки. В кармашке держать все самое необходимое. Платок, салфетки, можно сок. Сумка на видео покупалась отдельно, чехол на ножке тоже. Конечно, это удорожает коляску. Есть модели с чехлом и сумкой в комплекте. Из недостатков это стучащие колеса, но подросшему малышу, похоже, все равно на скрип и дребезжание по асфальту российских дорог. Не очень удобно снимать колеса, но все же без дополнительных деталей. У нас была коляска с небольшими скрепками, и если скрепку потерять, видимо, колесо может убежать. Здесь трудный механизм. С первого раза очень трудно найти кнопочку, чтобы снять колесо, но передние и задние колеса легко снимаются для того, чтобы помыть их, почистить и прикрепить обратно. Спальное место достаточно большое, закрыто от ветра. Нет сеточки для насекомых, для того, чтобы ветер проходил. Сетка в капюшоне, кажется, совсем не закрывает от нашего ветра в осенне-зимний весенний период. И хочется все время ее чем-то еще сверху прикрыть. Бампер нужно снимать 2 руками. Это спустя время начинает раздражать. Зато за него удобно переносить всю конструкцию в сложенном виде. Нет светоотражателей. Мое мнение, что лучше бы на производстве на капюшоне во всю длину пустили бы большую светоотражающую полоску, потому что в темноте коляску не видно. Для крупных деток она не подойдет, сиденье у нее небольшое, ограничителя между ножек нет. Но худенький ребенок до 15 кг в зимнем комбинезоне, еще с подложенным для тепла одеялком из овчины, чувствует себя прекрасно. В целом это наша 3-я коляска, мы хотим оставить ее для нашего следующего ребеночка, докупить люльку, которая крепится к базе, и в автомобиле она также устанавливается. И, как я уже говорила, коляска очень приятная маме, малышу, выглядит современно. Цвет джинса привлекает внимание других мамочек. Они подходят, задают вопросы, где вы такую покупали. Очень маневренная. Посмотрите на видео, как ребенок управляет ею. Малыш хорошо засыпает, в ней коляска по асфальту едет плавно. Если наклонять, переходить через бордюр, никуда ничего не заваливается. Колесная база широкая. Коляска из прочного материала, хорошо помещается в коридор, хорошо помещается в лифт и в багажник автомобиля. Выглядит она современно. И, безусловно, мы ее рекомендуем к покупке всем. И хотим сказать большое спасибо Joy за качественный товар. Она нас ни разу не подвела за это время. Но, конечно же, у каждого товара есть свои недостатки. Вопрос в том, сможете ли вы ими пренебречь ради достоинств. На этом у меня все. Спасибо вам всем за внимание. Всем добра. Пока.